А вы знали, что каждый месяц более 10 тысяч человек в мире ищут в Google «Как покупать оптом в Китае»? Я не удивлен, потому что видел, как многие люди зарабатывают на достойную жизнь для своих семей оптовым бизнесом. Досмотрите это видео до конца, там я расскажу про 3 самых топовых вида товара для ведения такой торговли. Вперед к покупкам! Китай, благодаря высоким темпам производства и переработки различных товаров, уже является первой по величине экономикой в мире, обгоняя даже Соединенные Штаты. Покупка оптом из Китая – это не ракетостроение, но несколько фундаментальных вопросов создадут или разрушат ваш оптовый бизнес. Обычно существует 2 варианта оптовой продажи товаров в Китае – готовые товары и продукция, выпущенная под вашей торговой маркой. Изделия, готовые к поставке, относятся к обычным продуктам поставщика, обычно имеющимся на складе и упакованным в фирменную или нейтральную упаковку производителя. Частная маркировка – это когда поставщик производит товары в соответствии с вашими требованиями, а продукт или упаковка выпускаются под вашей торговой маркой. Производителям в этом случае необходимо отобразить ваш товарный знак на продукте, что требует замены печати логотипа бренда на поверхности упаковки или бирки. Фабрики предъявляют более высокие требования к минимальному количеству для таких индивидуальных заказов, чем к их обычным продуктам. Кроме того, поставщикам требуется больше времени для производства товаров по индивидуальному заказу. Например, если вы хотите приобрести сумки оптом из Китая, и если вы выберете готовую продукцию, поставщик разрешит вам взять по 5 штук каждого цвета для каждой модели. Однако, если вам нужно выпустить свой логотип и упаковку, вам потребуется минимальный заказ не менее чем в 300 штук. Если вы покупатель-новичок, планирующий импортировать товары оптом из Китая для перепродажи, лучше всего начать с готовых товаров и сначала протестировать целевой рынок, чтобы не вкладывать средства в слишком большие запасы. С другой стороны, если вы уверены в своих суждениях о тенденциях рынка, частная маркировка может помочь вам создать свой бренд и выделиться среди конкурентов. Когда дело доходит до импорта из Китая, многие покупатели хотят покупать напрямую с завода. Но на самом деле, работа напрямую с производителем не всегда может быть вашим лучшим вариантом. Вам кажется, что заводские цены должны быть ниже, не так ли? Но вот факты, которые вы не можете игнорировать при покупке товаров оптом с завода. Если у вас небольшой объем заказа, цена, которую вы получаете на заводе, может быть выше стоимости, которую вам может предложить китайский оптовый продавец. В цепочке поставок каждая роль имеет свою значимость. Фабрики хороши в производстве, но часто не в распространении продукции. Для мелких покупателей производители не знают, какую цену предложить, и их не волнуют маленькие заказы. Поэтому, если ваш заказ не такой большой, как они ожидают, фабрика может попросить вас связаться с их дистрибьютором. Также нужно помнить, что оптовики предлагают больше видов продукции, чем фабрики. Возможно, вы не понимаете этого с первого взгляда. Разве не все товары оптовиков производятся на фабриках? Почему у оптовиков больше видов? Это связано с тем, что оптовики или торговые компании поставляют модели со многих разных фабрик. Многие из них являются заводскими дистрибьюторами. Однако предположим, что вы работаете напрямую с какой-либо из фабрик. В этом случае вы не сможете приобрести много моделей, потому что фабрика сокращает объем производимых образцов товара и увеличивает количество каждого вида для достижения экономии за счет масштаба и снижения производственных затрат. Оптовики предлагают меньшие минимальные объемы заказов и предлагают более быстрые сроки выполнения, чем фабрики. Товары, продаваемые оптовиками, обычно есть на складе, что означает, что вы платите за них, и они отправляются сразу к вам. А еще, что касается товаров, которые есть на складе, оптовики не возражают размещать сначала небольшие заказы. Тем самым они позволяют вам наладить отношения с вашими покупателями. Напротив, фабрики обычно не располагают запасами, и для каждого заказа, который вы размещаете у них, им необходимо подготовить сырье и организовать производство. Таким образом, у производителя будет другое требование к минимальному количеству заказа, а также и время выполнения увеличится.
Итак, вы выбрали не фабрику, а брать у оптового продавца. Возникает вопрос, где его найти? И тут многие стартапы, которые хотели бы приобретать оптом в Китае, сначала пытаются найти лучший оптовый веб-сайт. Но они могут не понимать, что покупка на оптовых веб-сайтах в Китае может не подойти для них. Безусловно, покупка на китайском оптовом сайте имеет много преимуществ, особенно если вы не сможете лично отправиться в Китай. Не нужно напрягаться с билетами, визами и долгими перелетами. Ну и плюсом у вас будет возможность изучить язык. Шутка. С помощью поиска по ключевым словам вы можете легко увидеть множество товаров на любом китайском оптовом веб-сайте. Но тут можно встретить подводные камни. Например, вы знаете, что веб-поставщики обычно не загружают свои новейшие продукты онлайн. Они стараются избежать копирования продукта их коллегами. Правда, есть вариант узнавать о новинках по телефону. Ну, если вам близки времена, когда интернет был только в планах, тогда можете попробовать. Также из-за государственной бизнес-модели китайские торговые площадки электронной коммерции не имеют стимула строго проверять своих поставщиков, что может привести к множеству мошенничеств. Так, есть вариант, что поставщик, которого вы найдете на веб-сайтах оптовой торговли, не обязательно обладает развитой цепочкой поставок, и он может не знать, как отправить товар в вашу страну, сколько это будет стоить и какие риски. Помните, большинство поставщиков, которых вы найдете в интернете, вероятно, используют интернет-переводчик для связи с вами, поэтому не всегда вы сможете понять друг друга. Вот поэтому они часто и не отвечают на ваши электронные письма. Основное преимущество веб-сайтов оптовых продаж – они работают в любое удобное для вас время, и вам не нужно платить за доступ к ним. Но самый традиционный и эффективный способ импорта из Китая – закупка товаров на реальных оптовых рынках. Там вы можете увидеть и потрогать большое количество продукции. Оптовый рынок нужно рассматривать как круглогодичную торговую выставку. Это место сбора и распространения продукции. Здесь вы сможете увидеть больше моделей, чем на любой фабрике. Тот факт, что у поставщика есть реальный стенд и прилавок, не означает, что он надежен на 100%. Но обычно магазины, расположенные здесь, заслуживают большего доверия, чем онлайн-собратья. При правильном подходе на оптовом рынке можно получить очень низкие цены. Поскольку это место предназначено для профессиональных покупателей, поставщики знают, что им не удастся заключить сделку, если они предложат слишком высокие цены. Опять же, и тут нужно помнить, что большинство продавцов и здесь не говорят на вашем языке. При небольших заказах вы можете общаться с помощью калькулятора, но при детальном описании более сложных заказов вам может быть трудно. Оптовый рынок открыт круглый год, за исключением официальных праздников, таких как китайский Новый год по лунному календарю. Он открыт даже по субботам и воскресеньям, но вам нужно прилететь в Китай лично. Не нужно покупать билет, чтобы попасть на какой-либо оптовый рынок Китая. Ваши основные расходы составят перелет туда и обратно и примерно 5-7 дней проживания в отеле. Если вы добрались до Поднебесной, можно рассмотреть вариант участия в торговой выставке. Когда мы говорим о выставках в Китае, вы, вероятно, думаете о Кантонской ярмарке, которая проводится 2 раза в год в Гуанчжоу. Но в Китае есть еще много нишевых выставок для различных отраслей промышленности. Поставщики обычно демонстрируют свои новейшие и лучшие продукты на выставках. Продавцы на выставках обычно более надежны, чем торговцы на оптовом рынке. Цены, которые вы можете получить на торговой выставке, обычно выше по сравнению с оптовым рынком. В конце концов, поставщики вложили много средств в рекламу выставки. Продавцы на Кантонской ярмарке хорошо владеют английским и русским языком, а вот на отраслевых выставках в меньшей степени. Во время выставки цены на отели резко возрастают, поэтому лучше бронировать заранее. Если вы не так богаты свободным временем и деньгами, тогда вы можете воспользоваться услугами агентов по подбору товаров. Эти люди играют ключевую роль в цепочке оптовых поставок из Китая и могут помочь вам найти надежных партнеров, тем самым снизив риск мошенничества и дефектов продукции. В отличие от торговых компаний, у большинства агентов по закупкам нет каталога продукции.
Но в чем посредники очень хороши, так это в поиске источника покупки продукта. Агент действует как третья сторона для проверки поставщиков на предмет покупки и контроля качества продукции, что дает больше гарантий безопасности сделки. Агент по подбору поставщиков найдет подходящего партнера, исходя из потребностей покупателя, и проверит, является ли китайская компания законопослушной. Такие помощники всегда грамотнее обслуживают своих клиентов и владеют лучше их языком, чем китайские поставщики. Они действуют как ваши местные представители бизнеса. В отличие от самостоятельного поиска, агент по подбору товаров взимает плату за обслуживание, но это гораздо дешевле, если ваш бизнес имеет мелкооптовое начало. Существуют специализированные компании, которые предоставляют услуги по подбору товаров в Китае. Вы можете найти их через поиск в интернете или через профессиональные платформы. Компетентный посредник в Китае возьмет на себя все вопросы, связанные с таможенным оформлением, доставкой, страхованием и выкупом товара. Выберите посредника, который может предоставить вам реальные отзывы от других компаний. Найдите время, чтобы поговорить с предыдущими клиентами посредника и проверить их веб-сайты. Узнайте, как долго они сотрудничают с ним. Спросите, могут ли они рекомендовать этого посредника. Прежде чем работать с агентом по подбору товаров, убедитесь, что провели достаточное исследование и тщательно проверили репутацию агента или компании, чтобы избежать возможных проблем и обмана. При покупке товаров из Китая следует помнить о многих вещах. В этой части видео я расскажу о самых популярных оптовых продуктах и ключевых моментах при их закупке, которые вам нужно знать. Если вы хотите начать оптовый бизнес, обязательно рассмотрите возможность импорта женской, мужской и детской одежды из Китая, поскольку на швейные изделия обычно не влияют экономические циклы, и они всегда пользуются большим спросом. Городом-производителем женской моды и детской одежды в Китае является Гуанчжоу. Именно там надо искать и фирмы для сотрудничества в этом сегменте товаров. Лучшие джинсы шьют в Синтане. В поселке Янбу ищите нижнее белье, а в городе Нинбо – одежду для мужчин. Какие самые распространенные проблемы с качеством одежды? Безусловно, на первом месте это неправильный размер. Но не могут они понять иногда широкой русской души. На изделиях бывает отсутствие маркировки о том, как одежду можно стирать. Присутствие неровных швов также относится к качеству товара. При покупке одежды из Китая всегда нужно соблюдать все регламенты этого импорта, которые существуют в вашей стране. Также рекомендую вам импорт ювелирных изделий. Китай, кажется, не является родиной международных ювелирных брендов класса люкс, но на самом деле страна экспортирует много продукции из золота, серебра и драгоценных камней оптом по всему миру. В городе Гуанчжоу делают золотые украшения, предметы из циркона, продукцию из полудрагоценных камней. Иу – город, производящий модные украшения и аксессуары. А Дунгуань следует рассматривать при закупке ювелирных изделий из нержавеющей стали. За продукцией из серебра обратитесь к фирмам в Шаньвэй. Когда вы покупаете такие изделия, обратите особое внимание на царапины и вмятины на поверхности, а также на острые края и недостающие детали на изделиях. Ну и правила импорта тоже не стоит забывать. Ювелирные изделия не должны содержать чрезмерного количества тяжелых металлов или химических веществ, таких как никель, свинец, кадмий или ртуть. Страна происхождения должна быть указана на ювелирном изделии или упаковке. Если ювелирное изделие содержит части дикой природы, например, раковины, кораллы, кожу животных и дерево, важно убедиться, что они не принадлежат к исчезающим видам. А еще ювелирные изделия из драгоценных металлов должны иметь маркировку на предмет содержания драгоценных металлов. Ну и куда ж без нее в современном мире? Электроника – один из самых экспортируемых товаров из Китая. Личная бытовая техника заменяется каждые 1-2 года, что представляет отличную возможность для многих предпринимателей, заинтересованных в оптовой продаже данной продукции из Китая. Также из-за быстрого обновления электроники маржа в этой категории обычно высока.
Города-лидеры Поднебесной по электронике – это Шэньчжэнь, тут производят электронные компоненты и бытовую технику. В городе Уси следует закупать микроэлектронику, полупроводники и интегральные схемы. И здесь тоже надо помнить о проблемах с этой частью товаров из Китая. Очень часто случается, что изделие просто не функционирует. Обязательно проверяйте прочность шнура питания на нагрузку. Производители часто заявляют ложную емкость аккумулятора. Вилка питания не всегда подходит для экспортных рынков, и просто параметры продукта не соответствуют заявленным. Однажды я пытался противопоставить параметры китайского гаджета с заявленными. Оказалось, что это как попытка сравнить панду с пингвином. Оба симпатичные, но что-то не сходится. При импорте электроники нужно также знать, что допустимые уровни содержания опасных веществ должны соответствовать целевым рыночным стандартам. Логотип по утилизации электрического и электронного оборудования должен быть на упаковке или продукте. И вот мы подошли к завершению моего увлекательного путешествия по оптовой закупке товаров в Китае. Надеюсь, что мои советы и рекомендации окажутся полезными для вас. Помните, что в мире оптовой торговли важно быть внимательными, терпеливыми и всегда стремиться к лучшему результату. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться на канал. Обещаю вам, что если этот ролик соберет много просмотров и лайков, будет продолжение. А мне еще есть что вам рассказать об этом бизнесе. До новых встреч, удачных вам закупок и успешных сделок. Пока-пока.